Привет всем! Вы смотрите вторую серию нашего проекта о народных промыслах. И сегодня мы едем в Богородск! Не хочу показаться наглым, но Богородск — это же, по сути, столица гончарного дела. Хотел бы я что-нибудь на круге-то на гончарном слепить. Молодец ты, конечно, Денис. Я тоже хочу и очень не хочу на пары. Классно мы там городце плясали, пока я тут училась. Ну, знаешь, Саш, это все монетка. Давай, доставай свою монетку. Орел, решка. Орел. Ты не меняешься. Ну. Иногда и меняться не к чему. Давай, иди учи свой немецкий. Ну а мы едем в Богородск. Расположенный всего в 30 километрах от миллионного Нижнего Новгорода, он поражает своей непохожестью на шумный мегаполис. Маленький, тихий, уютный. Таким предстает Богородск при первом знакомстве. Гуляя по извилистым улочкам Богородска, поражаешься большому количеству старинных двухэтажных домов. Некоторые из них являются памятниками архитектуры, а в других живут обычные люди, которые, кажется, не забыли про старинный уклад. Город Богородск – один из старейших центров гончарного ремесла в России. С середины 19 века Богородск прославился благодаря производству популярной и очень качественной политой посуды. В 2000 году здесь был открыт Центр гончарного искусства, а спустя 4 года при нем был открыт уникальный музей современной керамики, где проводятся мастер-классы на гончарном круге, а также мастер-классы по обжигу и обварке керамических изделий. Давайте заглянем внутрь и посмотрим, что там. Корни богородского гончарства уходят во времена правления Ивана Грозного. Именно по его указу изначально, а после окончательного разгрома Новгородской вольницы и присоединения Новгородской феодальной республики к Московскому государству уже окончательно, в эти края в ссылку отправили смутьяны. Вот среди них в основном были гончары и еще кожевники. Расцвет богородского гончарства пришелся на вторую половину 19 столетия и связан он с такой политой посудой. Посудой, покрытой глазурью, самой примитивной первой, свинцовым суриком. Первыми в России гончары села Богородска, вот с гордостью можно сказать, что первыми в России налаживают выпуск вот такой политой посуды в промышленных масштабах. Причем в таких масштабах, что все Поволжье, вплоть до Астрахани, начинают снабжать вот такой непритязательной, но в то же время очень качественной посудой. Посуду торговали в основном оптом. Ее свозили на берег реки Оки, в село Хабарское. Там было место, гончарной пристани, оборудованное причалами, навесами, амбарами. Вот. Посуда там охранялась, потому что старались вывести все-таки посуду, сделанную по последнему снегу, так скажем, на санях, чтобы меньше побилось изделий. Вот. Там посуда хранилась, грузилась на баржи, и эти баржи уже вниз по Оке, по Волге плыли вплоть до самой Астрахани, как я сказал. То, что билось, естественно, билось при перевозке, при погрузке, выбрасывалось на берегу на месте гончарной пристани. До сих пор берег Окой размывается и вымывает огромное количество фрагментов старой керамики. Там участок береговой полосы метров 50, он практически вымощен этими фрагментами. Вот изделие держу в руках, вот это там же было найдено буквально вот здесь полностью, просто, видимо, за борт его выбросили, вот до наших времен долежало. Промысел был очень серьезно развит, вот, так скажем, до 1917-го все-таки. Еще, да? Угу. Ставь ногу на педальку, лови момент и раскачивай. Руки смачивай. Из неровной колобашки мы должны сделать ровно. Сколько времени уходит на такой простой какой-нибудь горшочек и на сложный? Ну, на сложный, самое сложное дело 2 дня.
самый простой. Может, минуту. А чтобы стать гончаром, это нужно где-то учиться? Нет? А как вы Нужно- поняли, что хотите? Нужно просто ходить на мастер-класс и искать свое. Ну вот я нашел. Один раз ходил, понравилось, начал работать. Левая рука внутри, правая снаружи. Давай, делаем так же. Берем срезочку, видишь, у нас неровный край. Все это мы убираем на вот так. Натягиваем. Угу. Обратно. А сколько потом сохнуть горшку? Порядка 7 дней. Происходит процесс сушки. Достаточно. Перед началом работы всегда нужно смочить руки, чтобы они скользили по глине. Далее нужно сделать основу любого изделия – цилиндр. После начинаем придавать форму изделию. Если вдруг получился неровный край, его всегда можно подровнять срезкой, что мы и сделали. На этом этапе можно придать изделию любую форму. Также можно добавить узоры изделию. Делается это с помощью палочки. В конце необходимо вытереть изделие губкой, чтобы убрать лишнюю влагу. Горшок готов. Ему осталось высохнуть, займет это около 7 дней. В настоящее время в городе и районе связали свою жизнь со старинным промыслом более 20 мастеров. Богородские гончары не только сохранили традиции, но и развили их. Творчески подойдя к своему делу, занялись изготовлением художественной керамики. Работы жителей Богородска сегодня экспонируются на многих выставках как в России, так и за ее пределами. Вот и закончился наш день в чудесном городе Богородске. Мы побывали в музее керамики, посетили мастер-класс на гончарном круге, а также узнали побольше о таком промысле, как гончарное дело. И пока ты ждешь следующий выпуск, пиши в комментариях свои догадки, куда мы поедем дальше.